Всем привет, народ! Сегодня будем обсуждать Telegram-бот PangeClash. Он у нас вышел не то что давно, да, вот недавно он вышел. Получается, было бета-тестирование, сейчас открыли, все, мы теперь можем принимать в нем участие, да. Я у себя в Telegram-канале выкидывал пост, что не заходите в этот Telegram-бот, не вносите сюда донаты, не тратьте здесь тон, потому что здесь можно играть на тон, да, не покупайте вы эти NFT-шки, все равно нас всех кинут, заработают только разработчики, а они соберут с нас опять деньги, да, раздадут нам 2 копейки, и NFT эти ничего не будут стоить, все, соответственно, потеряют свои деньги, тем более токен их уже торгуется, но сомнительная игра, не заходите, не тратьте время свое, не тратьте деньги свои, все это дурацкая затея, предыдущие мои 2 ролика показывают все одно и то же, что нас пытаются соскамить, обмануть, кинуть на деньги. Все разработчики последние месяцы, даже год, наверное, все мошенники, все разработчики мошенники, может быть, единицы из них еще более-менее что-то пытаются делать. Сегодня будем обсуждать Telegram-бот PangeClash. Делаю небольшой обзорчик, потому что не было у меня видео по нему, не было времени, немножечко был занят. Сегодня будем делать на него обзорчик. Получается, что здесь вообще есть? Вот у нас есть заглавный экран, да, где у нас есть наш юзернейм. Теперь меня уже, наверное, все знают, какой мой юзернейм. Меня можете полить везде в лидербордах. Где меня нету, кстати, кроме Вокселя, там оттуда тоже удалили. Digger 42, это у нас внутриигровые монетки, за которые мы можем покупать шмоточки нашим пингвинам, да, они есть у нас за тон, NFT-шные шмотки, есть у нас за монетки внутриигровые, обычные шмоточки, получается. Просто ничего они не прибавляют, никаких там скиллов не дают, они просто внешний атрибут, красота, да, и картинка, все, больше ничего. Единственное, что есть NFT-шмотки за тон, да, те, соответственно, у меня ОГ есть, очечки, но, по-моему, они тоже за внутриигровую валюту продавались, но они являются NFT-шкой временной, опять же. Также здесь у нас есть баланс тона нашего кошелька, настройки наши все тут. И основной экран. Есть быстрая битва, да, быстрая битва получается. И есть внизу у нас иконочки, которые нам позволяют передвигаться внутри Telegram-бота. Хом-страница, наша основная, где наша команда пингвинов состоит из 3 пингвинят в шкарлупе. Вот она наша команда. Здесь мы можем нашу команду визуально улучшать, да, одевать им шмоточки. Шмоточек у нас здесь не так много. Голова, то есть головные уборы, которые мы можем одевать на наших пингвинов. Лицо, это очечки, там тут все масочки, возможно, пока здесь ничего больше не вижу. У меня есть очечки, бесплатные они на 2 пингвинах одеты. И есть ОГ, эти очечки. Дальше есть у нас тело самого пингвина, да, получается. Мы можем его тоже изменять, пока мне ничего не выпало. И есть у нас шкарлупа. Аутфит, что-то еще тут, на теле, одежда получается, да. И есть шкарлупа, которую тоже мы можем менять, изменять, да, внешний вид. Она тоже есть NFT-шная, есть обычная. Идем далее. Есть у нас арена основная, где мы принимаем участие. Что такое PangeClash? PangeClash это, грубо говоря, небольшая такая файтинг между пингвинами. У нас здесь есть 4 режима, было до этого 3, сейчас, когда снимаю, уже 4 режима получается боя. Мы можем здесь создать комнату, либо присоединиться с кодом, создать с кодом, если мы там хотим с своим комьюнити поиграть, либо с друзьями, мы можем с кодом создать комнату и между собой играть. Либо создать комнату и с рандомным игроком. Сейчас у нас 4 режима, еще 2 должны открыться. Первый режим это дартс у нас. Посмотрим сейчас все это. Бомб, получается, монстр и кинг. Что такое дартс? Будем смотреть. По факту во всех этих режимах мы принимаем участие в бое 3 на 3 пингвинами. Раунды можем тоже выбирать. Количество раундов. Либо это будет 1 раунд, либо 3, либо 5 раундов. И по количеству очков, у кого больше, тот и победил. Соответственно, Также мы можем здесь играть за тон, либо просто бесплатно, да, получая внутриигровые монетки, либо играть на тон. Смысл в чем, что здесь разработчики на этом зарабатывают, на нас с вами. То есть призовой фонд будет стоить, выиграете, точнее, вы 1 тон, но взнос будет 60, 0,6 получается тонна. То есть 0,6 тонна я вкладываю, 0,6 тонна вкладывает мой соперник, а забирает кто-то из нас всего 1 тонн. То есть 0,2 тонна уходит в команду разработчиков, получается, это их заработочек, 20% от нашего призового фонда они себе зарабатывают. То есть, соответственно, если вы раз выиграли, раз проиграли, вы потеряли 0,2 тонна.
Все. То есть, по сути, при винрейте 50%, да, вы в минусе всегда. Вот. Вам надо там винрейт 70% хотя бы, наверное. Нет, сколько, 60 с чем-то, да. Винрейт, тогда вы будете в плюсе. В принципе, игроки здесь, возможно, живые, возможно, здесь есть и боты. Не знаю, как это все тут визуально определить, но так как, смотрите, допустим, если мы перейдем на арене, сейчас там, вот видите, не так много игроков, в общей сложности, там, да, 200 человек всего. Представьте, как мало играют онлайном в этот бот. И, соответственно, вот у нас румы. Либо мы можем присоединиться, кто-то вот уже создал комнату, да, рум, получается, либо создать свою и ждать, когда кто-нибудь к нам присоединится. Ну, то есть кто-то, видите, выставляет затон, кто-то выставляет, получается, просто бесплатную игру. И за тон, и за бесплатную игру мы зарабатываем с вами вот эти вот монеточки. Эти монеточки мы можем тратить вот здесь в магазине. Смотрите. Клеймим раз в день сундук, да, нам выпадает какой-либо шмот. Вот видите, кепочка выпала и 20 монеточек. Не будем шарить. Вот, и также за вот эти внутриигровые монетки мы можем приобретать сундуки. Обычные, да, там, анкомы, и супер, там, они по редкости все разные, получается, и шмот, соответственно, с них разный выпадает. Инвентарь я вам свой показывал, вот они, все мои предметы, которые у меня есть. И вот в шопе все, что мне выпадало из этих сундуков, появляется здесь. То есть вот здесь я не открыл еще шапочки, да, там 4 штучки. А вот все, что открыто, вот эти NFT-шные, видите, как я вам говорил, они стоят тонн. То есть они на фоне NFT-шные. Возможно, потом мы все это можем минтить, да, по сути, и продавать где-нибудь там на тоннеле, что-нибудь такое, либо там в Magic Eden, в каких-то NFT-маркетах, да. Нужно ли это кому-то будет, я не знаю. Поживем, увидим. Вам не советую, но сам пока по чуть-чуть немножечко принимаю участие, не мега-мега тут нахожусь постоянно, да, раз там в день захожу пару боев сыграть. Вот, и, соответственно, есть за монетки, есть затон NFT-шный. Также, соответственно, у нас вот очечки также есть, вот NFT-шные они, есть вот эти наши атрибуты, да, там что-то, аура, какая-то не аура, да, не знаю, как это переводится, напишите в комментариях, да. Есть у нас здесь вот, получается, наверное, костюмчики, да, и есть вот они яички. Тоже есть они за золотые монетки, вот NFT-шная 50 тонн. Мать моя женщина, 50 тонн стоит NFT-шная эта фигня. Вот, как это будет окупаться все, я хрен его знает, честно. Есть также у нас задания, здесь нужно там сколько-то матчей сыграть, там, вся вот эта ерунда. Есть у нас еженедельные задания, есть моментальные квесты, да, то есть вот видите, надо 20 матчей сыграть, сундучок получим. Давайте перейдем в шоп, у меня есть 450 монет, да, купим вот этот топовый сундук, и посмотрим, возможно, сейчас NFT-шечка какая-нибудь да и выпадет, получается. Rare, да, получается, да, у меня плохо просто со зрением тут. Разблокировалась у нас, и дали еще 40 монеток. Давайте переходим в магазин, посмотрим. Вот она, да, NFT-шная, получается, шкарлупа у нас в виде, коктейльчика такого, да, кокосового коктейльчика. 40 тонн она стоит. Давайте переходить в бои. Буду каждый, и сейчас вот, не будем за тонн, будем казуалку использовать. Покажу вам каждый из режимов. Первый режим у нас будет Darts. Как бы здесь, из-за того, что 200 человек онлайном всего, очень проблематично сейчас подбираются бои. Прям очень проблематично. Вот человек нашелся. Нажимаем кнопку Ready, что мы готовы играть. Ждем, когда наш соперник нажмет кнопку Ready. И, соответственно, начинается бой. Здесь у нас в дартсе правила простые. 3 на 3 мы сражаемся. У нас здесь есть поле, оно помечено циферками. То есть каждый раунд, у нас будет 3 раунда получается. Мы должны нашими пингвинами максимально занять какое-нибудь определенное место на вот этой вот мишеньке. Видите, очки здесь есть указаны. Чем ближе мы к центру, тем больше очков дают. И каждый раунд, сколько пингвинов на каких местах стоят, нам добавляют очки. Кто в конце боя получил больше всего, получается, очков, тот и победил. Давайте, соответственно, видите, оттягивая, мы мощность движения нашего пингвина регулируем. Вот, оппонент готов, мы готовы, все, погнали. Все, расталкиваем. Видите, мой пингвиненок на полтинник сел. Все, соответственно, вот, все мои пингвины, которые находились на десятке, получили десятку. Этот получил 50, вот у меня 70 очков. Первый раунд, грубо говоря, мы тут отбили чуть-чуть маленько, да. Теперь надо нам попытаться сюда обратно вот залезть. И можно вот сюда попробовать, в 25-очку. Все, мы готовы, наш оппонент готов, погнали. Хлоп, ах, давай. Все равно на полтинник он не сел, получается, уже замечательно. 115 на 60 очков, и я думаю, мы тут вот так вот, да, этого посильнее толкнем, а этого сюда. Вот такой вот режим дартса. То есть сейчас вот третий раунд проходит, у кого больше всего очков, тот и победил. Увидите, какой будет призовой фонд, да? Хлоп, получится? Нет.
Не получился на полтинник. Но по очкам я его вроде бы как обхожу. Да, получается, я победил. Вот. Мне в награду дали 20 вот этих монеточек за выигранный бой. Ему, по-моему, не помню, дают. Нет, по-моему, ничего не дают. Вот такой вот у нас режим дартса. Переходим в следующий режим. Режим бомб. В принципе, смысл во всех режимах у нас абсолютно одинаковый. То есть нам нужно толкать наших вот этих пингвинят, толкать нашего соперника, да, и выполнять какие-то определенные действия. В дартсе вот нужно там занять определенную область, чтобы получить больше очков. В бомб тут немножечко по-другому все построено. Нечаянно затон включил. Народ не будет соглашаться. Вот. В бомб смысл немножечко другой. Мы тоже должны толкаться, но сейчас увидите, там есть места, получается, которые нам желательно избегать. Они будут взрываться, убивая наших пингвинят. И, соответственно, кто быстрее потеряет всю свою команду пингвинов, тот проиграл. Вот. То есть нам надо сохранить по максимуму наших пингвинов. И, получается, может быть, толкая нашего соперника, побыстрее убить. Ну, не убить, да, как бы толкнуть вот в эту взрывающуюся область нашего соперника, пингвинов нашего соперника. То есть области, вот они помечены красным, да, получается, которые сейчас взорвутся. То есть нам нужно максимально постараться не попасть вот в эти красные области до того, как все пингвины остановятся. Все, погнали. Получается, все вот эти красные области сейчас взорвутся. Вот его 2 пингвина, мой 1 погиб. А нет, моих 2. То есть сейчас, где наши пингвины стояли, эти области будут взрываться. Соответственно, нам желательно из этих областей вылететь, да, ну и, соответственно, в ямку упал. Видите, после взрыва остаются ямки, пингвины наши туда падают, ну и, соответственно, мы тоже проигрываем. Его пингвин взорвался тоже, видите, он не стал двигаться. 1-1, первый раунд. Ну и, соответственно, теперь у нас будет до победителя. Все, в ямку его столкнули. Мой пингвин тоже упал, но у меня 1 остался пингвин, соответственно, я сейчас очко получу, ну и я как бы должен выиграть, да, по сути. Да, я выиграл, тоже 20 монеток зарабатывали. Смысл, говорю, тот же самый. Толкаемся пингвинами, пытаемся что-то сделать в каждом из вот этих вот режимов. Давайте еще один режим создам, покажу. Ну, все, я же обещал все показать, так что буду показывать все. Режим монстр. Система та же самая. У нас будет круглая арена, на котором 3 наших пингвина, 3 пингвина соперника и будет 1 пингвин-монстр. Не пингвин, точнее просто монстр. Наша задача по остановке всех пингвинов, да, по остановке раунда находиться максимально далеко от этого монстра. То есть ближайший к нему пингвин будет уничтожен монстром. И когда у нашего соперника либо у нас кончатся все пингвины, соответственно, мы проиграли. То есть наша задача сейчас максимально далеко находиться от этого самого монстра. Ну, либо толкать этого монстра, либо толкать нашего соперника поближе к этому монстру, соответственно, чтобы его пингвины были ближе, ну и, соответственно, монстр съел их, а не нас. Смысл вообще Punky Clash, да, не тратьте свое время, потому что здесь все максимально вот долго, ну, это не тот кликер, там, допустим, тот же Headcoin, да, где зашел, быстро собрал фарм и ушел, то есть раз в 3 дня. Точнее, 3 раза в день заходишь, быстренько на полминуточки собираешь фарм и все. А здесь нужно вот именно прям находиться, играть и играть. Ну, соответственно, кто любит такую тему, пожалуйста, кому нравится просто играть, ну, пожалуйста, играйте. Вот наш монстр посередине, да, наша задача максимально его близко толкнуть к нашему сопернику, либо нам максимально подальше вот от него уйти, да. Я пингвиненка одного сюда отправлю, остальных всех попытаюсь толкнуть двумя к нему поближе. Бой начался. Видите, смотрите, теперь будет радиус, да, у нас сканирует наш монстр, и ближайшего к себе он, получается, пингвина убивает. Здесь стрелочка, она показывает, куда, в каком направлении наш монстр, по сути, будет двигаться. То есть наша задача, опять же, находиться от него максимально подальше. То есть мы попробуем его толкнуть, потому что, возможно, наш соперник будет двигаться в этом направлении. Бой начинается, как я и предполагал. Все, видите, монстр рядом с нашим соперником, следовательно, он его съедает. Мы далеко. Замечательно, мы спрятались. Вот. Затон, в принципе, то же самое, абсолютно, только призовой фонд в тоне. Сейчас этот пингвин будет пытаться свалить оттуда, да, ну ладно, давайте попробуем вот сюда максимально подальше. Угу. Так, ну кто? Тут непонятно, да, возможно, мой пингвин будет. Нет, смотрите, он поближе, все. Всех 3 он потерял, видите, офигенно как, сухую уделал. Все, вот так вот примерно выглядит режим монстра. Говорю, тоже опять все то же самое, пингвинов наших двигаем, соответственно, ну, и выполняем определенные условия. Ну и последний режим, он буквально вот недавно появился у нас, этот режим
King называется. У нас посередине арены находится яма. Наша задача либо столкнуть туда всех соперников, либо столкнуть туда короля соперников. У нас будет помимо 3 пингвинов находиться еще король. Наша задача его сохранить и сохранить наших пингвинов, чтобы никто из них не упал в эту центральную яму. Ну и соответственно, чтобы победить, нужно либо чтобы соперники туда все свалились, либо отправить туда короля соперников, что он двигаться не будет. Его нужно толкать. Толкать своими пингвинами, либо соперник его сам будет толкать. Вот. Мы на разных сторонах, вот посередине это дыра у нас, отверстие, колодец, да, спартанский. Да, this is Sparta. Вот, наша задача вот нашего короля сохранить. Он у нас синенький, у соперника розовенький, ну, под цвет наших пингвинов. Ну, мы, соответственно, начнем потихонечку перемещаться ближе к королю нашего соперника. А одного пингвина оставим как бы на охране. Все, наш соперник начал движение, видите, упал. Получается, его пингвин свалился, уже замечательно. То есть мы сейчас попробуем двинуться, чтобы он нашего короля не трогал, да, а нашими пингвинами попробуем отодвинуть от стеночки короля соперника, чтобы его можно было столкнуть в яму. Это быстрее способ, чем пытаться нашего соперника туда вытолкнуть. Он сам, смотрите, падает. Он сам готов проигрывать. Нужно попробовать встать за короля, чтобы можно было его напрямую толкнуть, получается, в сторону ямы. А здесь оставим на сохранение пингвина, пускай нашего короля охраняет. Ну все, ништяк у нас, смотрите, получается, один из пингвинов встал. Ну, все равно этот радиус такой очень не очень. Вот так вот немножечко еще сделаем, чтобы он подкатился прям под короля. А соперника нашего подальше отсюда толкнем. И все, сейчас вот сюда подкатимся под короля, чтобы по прямой можно было его толкнуть в яму. Ну и считай, мы победили. Все, наш соперник пытался тут ход конем сделать, но у него не получилось. Ну и все, по сути. Толкаем короля. И на всякий случай, если он короля отобьет, мы попробуем так, может, срикошетит, плюс-минус. Все, пробуем. Я думаю, все получится у нас. Короля отправляем в яму. Все, рейди, готово. Погнали. Смотри, оттолкнул. Нет, смотри, король, давай. Нет, чуть-чуть осталось. Я думаю, мы вперед него это сможем сделать. Сейчас с двух сторон пингвинов отправим. И короля отправляем в яму. Все, наша задача его туда отправить. Если мы сейчас короля его отправляем, то, соответственно, мы с вами победили. Вот, соперник проиграл. Ну, нам опять дадут там 20 монеточек за выигранную вот эту битву. Смотри, что. Теперь можно его как бы смело туда толкать. Все готово. Столкнет он нашего короля, нет? Я думаю, наш первый будет. Посмотрим сейчас. Ну, мне кажется, да, он сейчас толкнет его. Промахнется. Будем надеяться, промахнется наш соперник. То есть, ну, не под неправильным углом толкнет, да, все верно. Все, мы столкнули короля, мы победили, мы молодцы. Вот такие вот 4 режима, точнее, битв в Pangy Clash. Все их можно играть на тон. В принципе, если вы там, нравится вам такая игра, как Pangy Clash, да, вот такие вот с пингвинами тут толкалочки, вот, ну, можете попробовать поиграть, ссылочка будет в описании, вот. Если у вас получается в каком-то режиме очень хорошо, да, вы там прям мега-мега специалист стали в одном из режимов, то есть у вас, например, хорошо получается играть в бомбер, да, с бомбами, бомб-режим, то можете попробовать и полудить. Я крайне не советую это делать, вносить сюда донаты, играть на тон, да, потому что это все лудомания, и тем более здесь нету шанса даже 50 на 50 победить. То есть в любом случае, если вы из 2 боев один выиграете, то вы всегда в минусе. Вот. Но, соответственно, можете пробовать, как бы. Все зависит от вас, как бы. Все в ваших руках, ваше желание. Да? Я вам не могу ничего запрещать. Вот, ежедневные задания также выполняем, собираем вот эти монетки-сундуки. Вот такой вот сегодня был обзорчик на игру Pangy Clash. Я как бы обозревать буду, если что-то будет новое выходить, я, конечно же, буду освещать. Играю вообще не часто, так что ничего такого мега здесь не будет появляться. NFT-шки здесь эти покупать я не собираюсь. Может, максимум там за пару тонн какой-нибудь куплю, посмотреть вообще, как это будет все выводиться, продаваться на маркете. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.